Да-да-да, Марк, и такие комичные случаи бывают. Это Юриспруденция не точно. такая уж и серьезная наука, да. Но я считаю, что это очень хорошее, полезное правило. И Такая болезненная тема, как депортация, давайте ее затронем. когда человек приезжает в Израиль, он должен точно знать, куда он приезжает, кому он приезжает. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Troubleshooting Шапшай Марк Княжевский, член клуба Шапшай Technology Club. И сегодня мы поговорим о тех ситуациях, с которыми сталкиваются приезжающие на Святую Землю в Израиль репатрианты, собственники бизнеса, которые решили перенести центр бизнеса в эту страну и центр своей жизни. И, безусловно, вы сталкиваетесь с большим количеством вопросов, на которые мы сегодня вам ответим вместе с Марком. Марк, привет! Да, добрый день, приветствую всех. Первое. Миграционное право, репатриация в Израиль, оформление гражданства на основании еврейских корней. Что вы об этом можете сказать, чем вы можете помочь? Ну, смотрите, ситуации бывают разные, да, как бы известный факт, что для репатриации в Израиль могут только лишь евреи, ну, или же по определенным правилам, существующим при МВД, могут не репатриироваться, а мигрировать в Израиль. Значит, репатриировать имеет право только лишь еврей по закону о возвращении. Это тот человек, который родился у мамы еврейки и не конвертировал свое вероисповедание. С годами это немножечко все продвинулось. Тут уже может и негалахический еврей, и внук еврея, и правнук еврея. Ну, существует много разных правил, при которых люди могут осуществить свое право и приехать в Израиль. Вместе с этим есть иммиграционное право, это внутренние правила при МВД. Допустим, вот израильтянин, который находит себе возлюбленную за рубежом, он может ее привезти в Израиль, и таким образом, как называют воссоединение семьи, он может своей супруге предоставить возможность находиться в Израиле, что потом после этого последует уже и получение израильского гражданства. Ну, конечно, это не так все просто и быстро, как я вам сейчас все это за минуту рассказал. Это длительный процесс, который называется СПРО, ступенчатая процедура. К нему нужно правильно подготовить, есть большое количество документов, которые нужно собрать, нужно доказывать свои отношения с израильтянином в наших органах, и только лишь потом, по истечению определенного срока, что это может быть от 4 до 5 лет, можно получить в Израиле гражданство. Но понятно, что путь к гражданству, он не такой быстрый и он не автоматический. Автоматическое право, я повторюсь, есть только у евреев по закону о возвращении. Спасибо, Марк. Вот мир, вы же знаете, не без добрых людей, остроумных. Вот скажите, какие основные 3 ошибки совершают репатрианты в этой сфере, когда приезжают? С какими уже ситуациями сталкиваетесь вы, и вам приходится их решать? Кстати, самая большая и основная и очень тяжелая ошибка – это когда человек, когда заполняет анкету и делает ошибку вероисповедания. В рубрике, когда он заполняет вероисповедание, он может написать, например, христианин. И, допустим, он в расстройстве или там что-то с ним происходит в этот момент, и когда с ним общается консул, он еще к этому добавляет кое-какие вещи, которые потом, в принципе, закрывает ему дверь на репатриацию. Вторая ошибка – это когда, например, человека не хватает документов. Для того, чтобы попасть, как говорится, репатриироваться в Израиль, нужно собрать документы, нужно доказать свое еврейство. Бывают такие ситуации, когда у людей просто не хватает документов, или они там от кого-то слышали, что бабушка еврейка, или там дедушка еврей, и у них недостаточно документов, и они пытаются таким образом доказать свое еврейство. Они, конечно же, с большим трудом, если вообще, проходят консульскую проверку. Да, и третья ошибка, да. Право на репатриацию есть у еврея, но оно не абсолютное. Значит, ты должен доказать консулу, что ты едешь в Израиль, чтобы остаться.
что ты вот хочешь, что ты видишь в Израиле свою родину, ты хочешь строить свою жизнь, свою семью, и вот, но при собеседовании последнее время это стало модно получать израильский паспорт, то при собеседовании люди говорят, что нет, мы там собираемся приехать, там получить паспорт, потому что всем известный факт, что израильский паспорт, он рейтинговый паспорт, с которым можно путешествовать по многим странам и не нужны визы, и таким вот образом люди говорят, что вот они хотят приехать в Израиль, но не для того, чтобы остаться, приятно, чтобы только получить этот паспорт. И у консула есть полное право, это у нас уже третье, правильно, ошибка? У консула есть полное право отказать такому человеку, который при собеседовании не доказывает то, что он намерен приехать жить в Израиле. Отлично, есть. Спасибо. Получение статуса для пожилого и одинокого родителя. Вот когда хочется привезти в страну своих родителей, отца, мать, бабушку, дедушку, чем вы можете помочь? Смотрите, есть ситуации, когда, например, то, что вы сейчас сказали, сейчас, значит, мы уже сейчас говорим про внутренние правила МВД, это именно та категория людей, которые не попадают по закону возвращения. Ну вот, допустим, приехала женщина, которая вышла замуж за израильтянина, и она прошла весь ступенчатый процесс и получает вот это желанное гражданство в Израиле. И она становится полноценным гражданином Израиля. Но случилась в жизни ситуация, что у нее остался одинокий родитель. Например, там, или мама, или папа. Есть определенные критерии. Таким образом, если отец или мать, родитель попадает под критерии одинокого родителя, то гражданин Израиля имеет полное право, гражданин Израиля, это уже не важно, как репатриировался, да, или мигрировал, имеет полное право, чтобы его одинокий родитель жил вместе с ним в Израиле. Спасибо. А вот получение статуса или визы в Израиле по гуманитарным основаниям. Это очень, конечно, такой широкий термин, виза на гуманитарных основаниях. Как практика говорит, что есть очень узкий диапазон тех просьб, которые реально отвечают на эти критерии, чтобы получить в Израиле статус на гуманитарных основаниях. Ну вот, например, бывают ситуации, когда, опять же, поговорим про женщину, которая эмигрирует в Израиль, вслед за своим сердцем, любовь, семья, дети, и она находится в процессе получения гражданства, у них рождаются дети, но она не заканчивает ступенчатую процедуру. Например, если ступенчатая процедура обрывается посередине, то автоматически дело закрывается, и, допустим, та женщина или мужчина не имеет права находиться в Израиле или получить какой-то статус. Но в связи с тем, что сложилась ситуация иная, и есть дети уже, например, да, которые растут в Израиле, которые учатся в Израиле, которые укоренились полностью в Израиле, и у них есть отец, допустим, или мать, израильтянин или израильтянка, которые хотят видеть своих детей рядом с собой, то, соответственно, это гуманитарный случай, и таким образом дети являются якорем для этого родителя, чтобы получить в Израиле статус на гуманитарных основаниях. Отлично, спасибо, очень полный развернутый ответ. Получение статуса или визы для родителя солдата. Вот такой нюанс. Как вы помогаете решить этот вопрос? Это тоже очень важное правило, которое, к сожалению, недавно его немножко откорректировали в худшую сторону. У нас в Израиле очень трепетно относятся к солдатам, которые защищают родину, которые готовы рисковать своей жизнью ради нашего, как говорится, неба над головой. И я думаю, что это правильно, что те, которые служат в армии, к ним действительно должны относиться по-другому. И именно вот поэтому это тоже, можно сказать, своего рода гуманитарное правило, по которому солдат имеет право, чтобы его родитель находился, биологический родитель находился рядом с ним. Раньше, например, по этому правилу, даже тот солдат, который уже демобилизировался, освободился, закончил службу в армии, он имел право подавать такую просьбу. Сегодня же изменили это правило в худшую сторону, что только солдат, который на данный момент де-факто служит в армии, имеет право на то, чтобы его родители были рядом с ним. Но я считаю, что это очень хорошее и полезное правило, и я только жму руку. Единственное, что мне не понравилось, это то, что его изменили в худшую сторону, это правило. Да, спасибо. Спасибо, Марк. Очень с любовью вы относитесь к своей работе, это чувствуется, это здорово. А вот скажите мне, без этого нельзя.
Да, знаем, знаем. Отмена депортации для туристов. Такая болезненная тема, как депортация, давайте ее затронем, потому что зачастую на процесс депортации влияет просто мнение того человека, который отвечает за этот вопрос, правильно? Ну В да, аэропорту. смотрите, Да. тут есть несколько депортаций. То, что, наверное, вы имеете в виду, это туриста или того человека, который хочет заехать к нам в страну, и он получает разворот на границе. Правильно? Потому что тут есть Да. несколько депортаций. Или ловят кого-то в Израиле, или депортируют, или тот, который пытается въехать, и ему не дают въехать. Значит, смотрите, у чиновников, у контролеров, которые сидят на границе и контролируют этот вопрос, те, которые въедут в Израиль или нет, есть определенные критерии, по которым они рассматривают каждого человека, который проходит через них. Сказать вам, что они иногда не преувеличивают свои полномочия, я вам это не скажу. Они порой очень некрасиво разговаривают с людьми. Были много разных скандальных случаев, когда блогеры, которые приезжали смотреть страну, слава богу, у нас есть чем похвастаться и что посмотреть, и по каким-то причинам им не верили, думали, что они приехали здесь нелегально работать, их разворачивали. Громкие были очень случаи, когда реально, вот, знаете, доставали людей, к нам обращались много раз, когда приехали люди лечиться, и из-за того, что они говорили плохо на русском, их там держали, хотя там люди приехали на операцию. Ну, знаете, ужасно. Иногда вот действительно ужасно себя ведут наши чиновники, пограничники, которые работают в аэропорту. Всегда их решения беспочвены, но это невозможно. Они, видимо, строят свой рабочий опыт на практике. Но вообще, в принципе, для того, чтобы не дойти до этой ситуации, нужно быть готовым. Значит, когда вы приезжаете в Израиль, ну, мы отличаемся от всех стран в мире. Я не знаю, это хорошо или плохо. Но вот когда человек приезжает в Израиль, он должен точно знать, куда он приезжает, кому он приезжает. У него должны быть какие-то финансы, потому что, ну, страна не дешевая, деньги нужны, чтобы жить. Если он едет в гостиницу, значит, у него должен быть гостиничная бронь, билет туда-обратно. Если это родственники, я всегда советую запастись каким-то письмом от родственников. Случаи разные бывают, но понятно, что если есть какой-то необоснованный депорт, то нужно очень быстро работать, и надо обращаться к адвокатам, компетентным адвокатам, которые занимаются миграционным правом, потому что время начинает работать против нас. В этом случае надо в срочном порядке обращаться в апелляционный трибунал для нелегалов и иностранцев. Нужно подавать просьбу, чтобы приостановить депортацию. Ну, там уже есть свои какие-то механизмы, какие-то детали, которые нужно делать, но откладывать это нельзя. Нужно действовать очень быстро и срочно. Отлично, спасибо. Вот скажите, Марк, 3 основных ошибки, которые совершают люди, и почему их разворачивают туристы, въезжая в страну, и 3 основных правила, которых стоит придерживаться для того, чтобы въезд в страну прошел легко и безболезненно. Ну, смотрите, ошибки – это человеческий фактор, да, вот иногда был случай, когда человек подходит к пограничнику и начинает с ним язвить. Как бы ему задают какие-то вопросы, а он начинает нееврейским юмором язвить. Вот, поэтому, все понимают, что у нас юморной народ, но не всегда. И иногда все вот эти вот шутки не прокатывают. Надо разговаривать нормально. Если тебе задают какой-то вопрос, отвечать корректно. Это первая ошибка, это человеческий фактор. Это не должно быть. Если человека поймали на вранье, например, он говорит одно, а де-факто его ловят на вранье. Ну, например, наши чиновники немножко преувеличивают свои полномочия, они могут взять ваш телефон. Вот. И в телефоне иногда они начинают копаться по смс-кам, по WhatsApp. Ну, у нас тут уже тоже вроде надо продвинутый народ. Или же они делают поиски номеров плюс 972, и тогда у них высвечиваются все номера, ну, местные номера израильские, если человек приезжает из границы. И там они уже могут видеть переговоры. Ну, например, был случай, когда человек там договаривается: вот я тебя жду, завтра выходишь на работу, и закрываются условия по работе. Ну, это уже, вы понимаете, это очевидно. Это человек, который приехал в Израиль на работу. Или, например, люди, которые идут в обход правил. Да, вот мы с вами до этого разговаривали о
воссоединение семьи, когда любимый человек, женщина или мужчина, приезжает к своей паре в Израиль. Да? Люди иногда пытаются это сделать в обход правил, не говорить о том, что они приезжают к мужчине, к своему или к женщине. Это то же самое телефон, они берут телефон и видят все любовные переписки. Ну вот у нас уже в принципе есть такие 3 грубые ошибки. Ну и 4-я, я уже так в продолжении 3-й, конечно же, это те люди, которые были уже в Израиле, которых уже депортировали из Израиля. Они иногда дело техники, или я не знаю, как это происходит, меняются имена или меняется паспорт. И люди пытаются испытать свое счастье с другим паспортом, приехать в Израиль. Иногда это проходит, но 90% случаев это не проходит, потому что у нас сейчас уже биометрическая система, поэтому это очень тяжело обойти вот в обход системы. Спасибо, Марк. Очень 4 причины. Да. Спасибо. Да, глубокие развернутые ответы, те, которые вы дали сегодня в отношении персоны. Я думаю, многим сейчас это правильное подспорье, особенно для тех, кто планирует приехать на эту прекрасную землю, жить здесь, развиваться.